Привет, друзья! Новое видео на канале Профессия Созидателей. И сегодня мы начинаем строить второй этаж этого дома. Уже затарили материал наверх. И сейчас одеваемся, переодеваемся и приступаем к строительству второго этажа. И я вам покажу, как мы будем строить второй этаж, весь процесс, как будем начинать, с чего начинать. Так что оставайтесь с нами, поехали. Смотрите, какой мастерок Сашка прибомбил. Толщина, сколько толщина? 3 миллиметра где-то толщина полотна. И что это за металл у тебя? Нержавейка, я думаю. Нержавейка? Так, я не думаю. Где-то на заказ урвал. Сразу поменяю аккумулятор, а то вчера сел аккумулятор, еле уехал с работы. Зарядил. Так, попробуем. Все отлично. Вот он, домик. Дом 2 этажа. Первый этаж уже построили. Облицовочный кирпич новомосковский, полуторный и притемненный кладочный шов растворный. Добавляем пигмент, оксид железа для темного цвета кирпича. Здесь еще внизу остался материал, газосиликатный блок. Еще не весь подали кирпич на второй этаж, так как сразу весь не получится поставить, чтобы не перегружать плиты. И наконец-то подключили электричество, поэтому будем уже строить от электричества. До этого электричество было от генератора. Он постоянно у нас тарахтел, шумел целый день. И только вчера перекрыли этаж плитами. Здесь залит бетонный армопояс. И делалась опалубка из кирпича. Красный рядовой кирпич лежит на ребро. За кирпичом бетон. Плиты опираются на бетон. И погода сегодня нелетная. Моросит небольшой дождик. Небо затянуто. И, возможно, даже сегодня будет идти дождь. Сейчас посмотрим, получится у нас работать или нет. И смотрите, вот этаж перекрыт плитами. Здесь вот залили армопояс. Здесь от облицовочной кладки утеплитель идет. Материал наверху, облицовочный кирпич, газосиликатный блок. Также здесь цемент накрыт, клей для газосиликатного блока. И подали наверх песок. Пока был вчера автокран, пока монтировали плиты, сразу же подали песок и будем замешивать здесь на этаже. Также поставили бочку с водой. Сначала хотели подать емкость с водой, но она занимает много места. Поэтому поставили 2 бочки и насосом закачиваем воду сюда снизу. И так вот сэкономим место, потому что бочки не так уж и много занимают места. И здесь будет лестница, поэтому вот плиты оставлены, не домонтированы. Будет идти лестница на второй этаж. И нам в первую очередь надо закрыть этот проем. Сейчас померяем, подадим доски и перекроем этот проем, потому что нам здесь нужно будет ходить, строить эту стену, и также надо ставить леса. 2,50. Делаем площадку и ставим сначала доски на ребро, и потом перестилаем их поперек и прикручиваем все на саморезы. Вот и почти готова площадка. Осталось еще ее прикрутить немного, и дождик, к сожалению, усиливается. Все-таки дождик влил, не дал нам работать. Пришлось уехать. Похолодало, хоть и лето, но оделись мы тепло. И смотрите, из-за дождя вот кое-где промокли стены, потекло по стенам, но стены у нас были накрыты. Всегда надо накрывать от дождя, так как если бы стены не были накрыты, то у нас было бы все это, вся кладка мокрая. А так вот промокла частями,
из-за того, что там залит армопояс, и, видимо, вот с армопояса вода стекала с плит, с армопояса и текла вот по стене. И там, где стены намокают, могут появиться высолы. Поэтому стены желательно накрывать всегда, даже летом, чтобы они не намокали. И начинаем строительство второго этажа. Раскрыли стены. Сейчас бросим сетку металлическую для армирования облицовочной кладки. И смотрите, у нас здесь немного поменялся проект. Сначала по плану стена должна была идти на втором этаже. Вот здесь поворачивать облицовка, а вот здесь должна была идти крыша. Но потом посчитали, то, что невыгодно такую площадь закрывать крышей. Проще продолжить вот второй этаж. Поэтому заказчик решил сделать полноценный еще вот этаж, не обрезать эту стену. И получится уже, можно сделать либо комнату, либо как выход на балкон будет, либо какую-нибудь там под бильярд, под теннис. Поэтому изначально планировалась вот здесь стена, но будем уже заводить углы, как изначально шли. И мы изначально не предусмотрели, то есть сюда мы материал много не подавали. Не подавали газосиликатный блок. Блоки подали только в эту часть дома, но теперь придется растаскивать вот по всему периметру. Но зато площадь дома на 40 квадратов примерно возрастет. Завели углы и натягиваем шнур. Шнур натягиваю с помощью уголка металлического. Здесь у нас углы прямые, без пилястр, поэтому удобно такими уголками причаливаться. И нужно нам шнур натянуть, делать натяжку. Так, завязали и натягиваем. Что-то я сильно натянул. Сейчас поменьше. О, смотрите, вот такая сильная натяжка. И потом еще, если будет растягиваться шнур, здесь можно подтянуть. Раствор замешиваем здесь на месте, наверху, на втором этаже. Для этого подали все необходимое наверх. Это воду, цемент, песок, мешалку, ванну. И раствор вот такой с красителем темного цвета. Замешивается раствор 1 к 3, ведро цемента, 3 песка, вода, чтобы раствор был не жидкий. Также добавляется пластификатор и добавляется вот такой краситель, оксид железа. Написано вот не по-нашему, Iron Oxide Black. Марка, номер вот 725. Есть номер 722, он посветлее, есть вот графит, есть черный, разные оттенки. И добавляется 2 вот таких мерных стаканчика на замес, на эту мешалку. И в мешалку влазит 2 ведра цемента
и 6 или 7 ведер песка. И на это количество вот добавляется 2 стаканчика красителя. Проложили несколько рядов облицовки и выпустили оцинкованные подвесы для перевязки облицовки с газосиликатным блоком. Дальше будем сетку выпускать и по возможности подвесы. И Сашка здесь пытается освоить западный мастерок. Это вот аналог Маршаллтауна. И на первый раз, конечно, не очень получается. Ну, работать можно, но у нас кладка идет под пруд, и поэтому не очень удобно. А вот в полный шов, я думаю, еще вот можно им работать вот в полный шов. А когда кладешь под пруд, то немного неудобно. Ну, хотя он вот работает только 5 минут этим мастерком. Это надо вот другое ведро под него брать. Какой-нибудь там ящик, пластиковый ящик брать. Просто с этого не очень удобно набирать. Я пока буду делать кладку своим мастерком и попозже попробую тоже этим мастерком. А Ромка уже начал пилить кирпичик. Поставил станок рядом с поддонами, с кирпичом, берет из поддона кирпич и уже за несколько минут напилил половинки, так как половинки нам нужны на окна, на оконные проемы. Здесь на тележке подвез воду и опустил насос в воду, чтобы собирать чистую воду, чтобы насос быстро не сломался. И здесь водяное охлаждение на станке. На диск вода подается с двух сторон, и также из-за этого меньше пыли. И сейчас он с помощью станка очень быстро напилит нам половинки сразу на весь этаж. Проложили 4 ряда облицовочной кладки и еще раз вот кладем арматурную сетку. Как раз вот скоро откроются окна через ряд, и эта сетка нам проармирует под окном.
Доложили облицовочную кладку, подняли немного. И сейчас начнем класть основную стену. Здесь все вот это прометается вся пыль, смачивается водой. И вот здесь, где опора плит, маленькое расстояние. И эту часть нам нужно сейчас убрать вот этот мусор. Здесь вставить утеплитель, утеплить и проложим это все кирпичом. Заложим эту щель. Но главное вставить утеплитель, чтобы не было промерзания. А здесь у нас идет уже целый блок. Также оставляется вентзазор. И кладку мы сразу же накрыли, так как дожди так и не перестают. Идут каждый день. Здесь вот туча с этой стороны. С той стороны вокруг вот ходят тучи черные. И уже за сегодня 2 раза был дождь, поэтому вот некоторый кирпич в стене у нас уже немного намок. Но стараемся все это накрывать. Вот он опять влил дождик. Только вот успели накрыть. Начали обкладывать плиты. И вот с этих сторон идет целый газосиликатный блок. Здесь ряд выравниваем на раствор опять. Кладем тонкий слой. И второй ряд уже пойдет на клей. А вот здесь, где опора плит, поставили утеплитель. С этой стороны плиты опираются на армопояс. Армопояс утеплен пеноплексом 5. Здесь поставили пеноплекс 3 и натянули 2 шнура. Один идет по газосиликатному блоку, второй шнур здесь. Шнур этот натянут на толщину стены под вот этот блок. И выравниваем эту стену сейчас. Здесь напилился вот этот газосиликатный блок. А вот с этой стороны уже будем прокладывать кирпичом, силикатным кирпичом. Нам надо выровнять все в одну плоскость, так как следующий ряд потом здесь пойдет уже на клей. Проложил этот ряд, все выровнял, все под уровень и все под шнур. Вот так получается все четко, ровно. Здесь промели метлой, убрали вот этот раствор, чтобы не было шишечек. И дальше уже кладем ряд, вот так вот блок уже на клей. Здесь уже завели угол. И пошла основная стена из газобетона. Здесь прибился котенок, откуда-то взялся в поле. До домов далеко, до ближайших, наверное, кто-то подкинул. И он здесь очень голодный. Привезли ему еды, и вот он уплетает. Жалко таких котят, очень молодой и дикий. К себе не подпускает. Ну хотя бы сейчас наестся. Проложили 2 ряда газосиликатного блока. Здесь закрылись, сетка была на этом ряду. И следующая сетка подходит на вот этом ряду, который мы сейчас уже проложили. И сразу
сейчас кладем сетку. Здесь получается 51 сантиметр до сетки. Блок у нас по 25. Как раз 2 ряда блоков будет 50. Так что кладем на этот ряд сетку следующую. И вот здесь выровняли ряд с блоками, обрамили плиты. Немножко здесь тяжеловато было, так как надо все выровнять идеально. Уже наставили кирпич, стопочки. Ромка вот так уже поставил. Будем уже класть с этой стены облицовочную кладку. И стоять будем на стене из газосиликатного блока. Итак, выровняли ряды из газосиликатного блока.
проложили вот основные стены, нам надо выровнять было по плитам и выровняли по всему периметру. По капитальным стенам, по внутренним, по внешним стенам, по капитальным. И уже кладем газосиликатный блок. На первом ряду пришлось немного помучиться. Здесь проложено кирпичом силикатным, а внутри проложено газосиликатным блоком и утеплитель вставлен. Эти стены у нас идут целый газосиликатный блок. И также эти стены по плитам пришлось выравнивать. Внизу у нас лег рядовой кирпич. И дальше подогнали эту кладку под клей, под эти ряды. И теперь уже все ровно. Кладем уже по всему периметру. И вот эту стену перевязываем, делаем перевязку. Здесь идет лестничный пролет. Также там выравнивался газосиликатным блоком ряд и кирпичом. То есть вот здесь идет такая комбинированная кладка, идет газосиликатный блок, а здесь по плите идет кирпичом кладка. И уже сразу разметили дверные проемы. В этом месте будет идти труба. Здесь немного плита находит на каналы. Надо будет еще выпиливать, где каналы, делать отверстия и все это еще обрамлять. Так что еще немного придется повозиться потом с трубой. И смотрите, у меня здесь вот идет по уровню ряд. И видите, один блок немного выше шнура выпрыгнул. Сейчас я буду его подтачивать. Даже не один, вот этот тоже блок немного выпрыгнул. Дальше пошло нормально. Поэтому сейчас возьму рубанок и подточу, чтобы ряд у нас шел ровно. Подточил я газосиликатный блок рубанком, обычным рубанком. Уже все промел, пыль и пролил водой. И смотрите, вот тут у нас был перепад. Газосиликатный блок был выше шнура, выше этого блока. И теперь он в уровне со шнуром. Даже немножко вот пониже я сделал. А это вот уже те блоки, которые шли ровно. То есть два блока пришлось подточить. Сразу же обеспылили и кладем дальше. Стало очень жарко, больше 30 градусов, наверное. Идем сейчас на обед. Перед обедом чистим инструмент, так как если не почистить, то засохнет. Особенно клей, он засыхает, его потом трудно отодрать. Вот эту сетку загибаем, которая идет на последний ряд. Вот она у нас как раз подходит четко под газосиликатный блок. Но пока что мы ее загибаем, так как мы будем на этот уровень уже ставить леса и будем класть стену, облицовочную стену будем класть с этой стены. И чтобы эту сетку не затоптать, просто ее пока подгибаем в этот зазор вентиляционный. Пусть пока она будет там, а потом уже ее позже достанем и положим сюда на стену. Здесь оставили четверть под окна. Четверть оставляем 4 сантиметра. И здесь вот стену ведем в уровень, держим этот уровень. Ну, немного тут можно туда-сюда, так как блок этот пилится, пилятся половинки. Может отпилиться чуть-чуть неровно. И если будет немножко вот выступать, то потом все равно это под штукатурку все делается, все это выровняется. Позже будем еще обрамлять подоконники. Под подоконник здесь вышло 2,5 сантиметра, вот такие пластинки. Уже они здесь напилены заранее. Также это проложится на клей, будет все ровно. А с боков эти четверти. Внизу четверти нет, будет четверть с боков и сверху, когда перекроем окно. И у нас также местами оставляем металлические такие пластины для жесткой перевязки этих стен. Этими пластинами будет связываться облицовочная стена,
с газосиликатным блоком. И мы их вот чередуем. Иногда вот металлические пластины, иногда сетку оставляем. Подали весь материал, поставили, сразу же открыли поддоны с газосиликатным блоком, чтобы они продувались, просыхали, так как под пленкой там влажность. Автокран сворачивается, собирается, и который материал был внизу, там его уже нет, он весь наверху. Осталась лишь часть облицовочного кирпича. Но вот этот облицовочный кирпич — это тот кирпич, который с небольшими дефектами, со сколами, либо грязный, который перебирался. И уже мы подошли под перекрытие оконных проемов. Стальной уголок. Уголок покрашен, прогрунтован. И положили уголок на вот такую пластинку. И дальше пойдет у нас ребро. Вот таким образом ставится кирпич, под шнур делаем раскладку и на ребро делаем обрамление. Уже все окна перекрыли. Здесь в очередной раз выпущена сетка на этом уровне, ниже. И вот эта сетка, которая у нас за газосиликатным блоком, мы ее достанем. То есть уже вот 3 раза через каждые 2 ряда газосиликатных блоков идет эта сетка армирующая. Закончили облицовку дома. Из кирпича уже сделано все из облицовочного. И теперь приступаем к кладке основной стены. Смотрите, какой получился дом. Огромный просто. 2 этажа. Вот такая вот конструкция.
высокий цоколь, метр где-то, больше метра цоколь. И теперь придется нам немного потягать тяжелые блоки. Немного сейчас надо размяться перед работой, сделать разминку, чтобы не прихватило спину. И смотрите, как получается здесь. Вот эти мы 2 ряда блоков подкладывали, чтобы достать до конца облицовочной кладки. И сейчас эти блоки мы переставим на леса и уже будем их монтировать на клей. А мы уже приступили к кладке блоков, завели углы. Это вот последний ряд. Здесь остается под заливку армопояса 25 сантиметров и под монтаж плит. Сразу выгнали облицовку до конца. Блоки у нас, как вы знаете, тяжелые, 40 килограмм один блок. Приходится их вот так тягать. Нелегкий труд. Сразу же делаем перевязку стен и кладем одновременно внутренние вот эти стены. И вот таким образом происходит монтаж перемычек. Один человек командует краном, 2 человек монтирует. Один человек еще цепляет перемычки. Привет, Игорек! Все, смонтировали перемычку, проверили уровнем. Вверху четверть 4 сантиметра, с боков тоже четверть 4 сантиметра. И уже потом вставляется в эту четверть оконная рама. И ребята уже вот перешли, стелят на следующую перемычку. Быстро зацепили. Ромка уже вот цепляет и подает. Сашка командует. Так, смотрите, ребят, вот здесь у нас идут каналы вентиляционные. И здесь пришлось запилить одну плиту немного, так как опора плиты немного заходила, плита на каналы перекрывала. И затем закрываем отверстия в плитах. Вот такие были отверстия. Засунули туда кирпич на раствор. Все это закрыли, чтобы шла вентиляция нормальная, чтобы не было завихрений. Смотрите, здесь у нас по каналам также заливался бетон. Армопояс у нас шел на 1-м этаже. И армопояс не разрывался по каналам тоже. Смотрите, идет бетон. Сюда вставляли пеноплекс, чтобы отверстия оставались. Отверстия 140 на 140. И потом пеноплекс у нас выдолбился. Достали пеноплекс. И остались вот такие каналы. Дальше здесь нам надо еще обрамить. Вставляются половинки. И потом пошла стена с каналами. Стена будет привязываться к газосиликатному блоку. Арматура. Будет забиваться арматура. Перевязка будет 2 стен. И пойдет стена из силикатного кирпича. И вторая труба у нас из красного кирпича. Огнеупорный кирпич — это там, где будут газовые каналы идти.
Итак, ребята, закончили объект, закончили кладку стен, сделали стены под армопояс, выгнали по всему периметру. Под армопояс проложили 2 ряда рядовым кирпичом на ребро, поставили там металлический каркас. Каркас еще нужно связать между собой. Также будет ставиться утеплитель между облицовочной кладкой и бетоном, чтобы не было промерзания. Здесь осталось немного песка. Песок потом еще пойдет на внутренние перегородки. Вот такие получаются стены. И вот эта вот комната получилась, вот такая большая комната. Здесь ее по проекту не должно было быть. Здесь должна была поворачиваться облицовочная кладка вот здесь. А в этом месте должна была идти крыша. Но такую площадь тоже терять очень жалко. Поэтому сначала хотели сделать здесь как балкончик, выход на балкон, такая большая лоджия. Но посчитали, вот нужно вот делать столбы, чтобы вот крыша была навес. Столбов очень много нужно, ну и такая получается не очень серьезная конструкция, поэтому фундамент хороший. Решили сделать полностью стены, выгнать. На окнах оставлены четверти по 4 сантиметра с боков, вверху, внизу все ровно. Подоконники вот выгнуты. Здесь уже начали прибираться, немного сгребли мусор, но это Ромка уже тут прибрался в процессе. 2 трубы с каналами, вот она первая стена из кирпича, вторая стена из силикатного кирпича. Кирпич вот кончился силикатный, дальше вот пошел красный кирпич, открылись еще вот вент-каналы, здесь просто воздушные каналы в этой трубе, а здесь уже идут газовые каналы, поэтому сразу из красного огнеупорного кирпича кладется. Потом я вам позже покажу планировку дома уже в отдельном видео. Расскажу о стоимости, сколько всего ушло на этот дом. Тут уже вот комната убрана полностью. Здесь будет 2 комнаты, потом будет перегородка отделять эти 2 комнаты. На эти стены мы клали вот такой сколотый газосиликатный блок, использовали, так как здесь потом еще заштукатурится, ляжет штукатурка, но здесь придется вот по сетке штукатурить. А сюда уже на эти стены, которые по периметру, старались использовать целый газосиликатный блок. Проложили 2 столба на входе. Здесь будет навес. Навес будет опираться вот на эти столбы. И уже наша команда собирает инструмент. Собираемся на другой объект. Пришлось вручную опускать станок. Опустили по веревке. Станки будем тоже забирать на другой объект. И вы вот увидели, как у нас организована работа на 2-м этаже. От организации работы очень много зависит. Мы подали сюда песок, подали цемент, бетономешалку и замешивали это все вот на этаже. За счет этого была вот быстрая подача раствора каменщику в руки, на леса также. Если, например, замешивать это все внизу, там, где свален песок, то намного дольше пришлось бы нам строить. Также от инструмента очень многое зависит. Если есть профессиональный инструмент, то работаешь всегда намного быстрее. Смотрите, мусор собирается в мешки, потом все это опускается вниз. И в следующих видео, друзья, я вам расскажу о стоимости этого дома, сколько обошлась коробка дома в 2 этажа, расскажу, сколько обошелся фундамент. Поэтому подпишитесь, кому интересно. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошей и легкой стройки.
Крепкого здоровья. Пока-пока.